Глава 1016. Бронзовый лев. Лин Иньпин без колебаний последовала за великим бессмертным Сюем. Как святая бесконечного неба, она должна была спасать воплощение священного зверя, несмотря ни на что. Однако Ге Тиньхао и двое других старейшин его секты на лицах были сомнения. Тем, кто принадлежал к дьявольскому Да, часто не хватало чувства единства. Причина, по которой они напали без колебаний, заключалась в том, что они имели такое ощутимое преимущество. Но поскольку Хань Ли обладал таким могущественным сокровищем, они решили выждать время. Хотя великий бессмертный Сюй заверил их, что Хань Ли смог организовать такую атаку только один раз, другая вероятность тоже существовала. И если бы он мог использовать технику для накопления магической силы и использовать веер несколько раз подряд, они не смогли бы защитить себя. Судя по тому, что они только что услышали, возможно, что он также обладает еще более мощным котлом, к их большому опасению. Хотя они хотели приобрести реликвию своей секты, они не хотели рисковать своей жизнью. Какое-то время трое сомневались, следует ли им следовать. Наконец, Ге Тиньхао решился и сказал: «Вперед! Когда мы столкнемся с этим Ханем, мы не будем лезть на рожон, а просто окажем поддержку со стороны. Если мы будем действовать быстро и осмотрительно, мы сможем уклониться от веера, и проблем быть не должно». Два старика взглянули на него и кивнули в знак согласия. Затем все трое полетели дальше. Лестница в зал Кунью была очень длинной. Даже используя свою технику молниеносного перемещения, он достиг конца лестницы через значительный промежуток времени. Покинув лестницу, он оказался перед лесом. Но на самом деле это были не деревья, а столбы высотой в 10 метров различной ширины. Эти каменные колонны были высечены с невероятной точностью, а на них светились талисманные символы. Было ясно, что они были частью огромной формации. Однако то, что раньше должно было быть аккуратной и упорядоченной формацией, было в полном беспорядке. Многие из столбов были разрушены, в результате чего земля была покрыта щебнем и ямами. Было ясно, что кто-то использовал грубую силу для прорыва. Хань Ли холодно пронесся взглядом мимо развалин и тихо вошел в лес. Лес был небольшой. Через несколько мгновений он добрался до края, но обнаружил только наклонную стену перед собой. Стена была построена из гигантских валунов, из которых вырезана куча каменных статуй, в каждой из которых были алебарды и другие магические инструменты. Осматривая это, он нахмурился, внезапно почувствовав что-то сверху. На наклонной стене, на высоте 300 метров, он увидел вспышки света, сопровождающиеся странными звуками, словно шла битва. Неужели старый дьявол Цань сражается против первой группы, которая была до нас? Сердце Хань Ли дрогнуло. Он быстро двинулся дальше, используя технику перемещения, предварительно скрыв свое присутствие. Он прибыл в пустую область, в несколько раз большую, чем Белая нефритовая площадь. Присмотревшись, он был ошеломлен. Перед ним появился огромный световой барьер, внутри которого злобно сражались 5 белых, 2 лазурных и 1 желтый силуэт. Эти белые силуэты были демонами старого дьявола Цаня, каждый из которых угрожающе извергал изо рта серую ци. Желтый силуэт принадлежал мужчине средних лет, вокруг которого вращался огромный браслет из белой кости. Всякий раз, когда серая ци ударяется о его поверхность, она сметала его желтым светом, словно его и не существовало. Он также управлял красно-желтым летающим мечом обеими руками, изо всех сил блокируя нападение демонов. Лазурные силуэты принадлежали 2 бронзовым львам высотой 3 метра. Они безжалостно набрасывались на них, выпуская из пасти лазурный луч толщиной с чашу, чья мощь обладала огромной разрушительной силой. Хотя первые двое не обращали особого внимания на дальние атаки бронзового льва, они оба приложили немало усилий, чтобы избежать их приближения. Но если они не могли вовремя избежать их, они временно прекращали бой и вместо этого яростно ударяли по статуям. Однако бронзовые львы, казалось, были невосприимчивыми к повреждениям. Будь то серые ци или удары мечей, лазурный свет, сияющий от их тел, сопротивлялся любой их атаке. Барьер белого света, окружающий сцену, был действительно странным. Его поверхность иногда мерцала серебряной молнией, и всякий раз, когда что-то приближалось, слышались раскаты грома, за которыми следовала молния. Несмотря на то, что чевкающие демоны и костяной браслет могли выдержать такой удар, ни один из них не хотел такого ущерба, которого можно было избежать, и держался в стороне. Со временем битва внутри барьера стала еще более интенсивной. При виде этого Хань Ли вдруг что-то понял — это арена. С первого взгляда он увидел, что мужчина средних лет был культиватором на средней стадии зарождающейся души, и что странный костяной браслет был единственной вещью, что держало дьявольских демонов в страхе. Бронзовые львы тоже выглядели довольно угрожающе.
Несмотря на то, что они были марионетками, которыми никто не управлял, они были в состоянии бороться с культиваторами на равных. В момент небрежности культиваторы бы уже не смогли избежать гибели. Бормоча про себя, Хань Ли посмотрел через арену. Световой барьер почти охватил всю область, и из боковых щелей вспыхнул свет, явно демонстрируя другие грозные ограничения. Таким образом, пути вперед не было, но он видел большие каменные ворота с другой стороны барьера, которые, вероятно, были входом в зал Куню. Хань Ли бессознательно нахмурился, задумавшись. Он не мог позволить себе остановиться там, поскольку великий бессмертный Сюй и остальные скоро догонят его. Таким образом, он вызвал веер 3 огней в руку и взмахнул им. Он планировал использовать его, чтобы временно убрать барьер, и использовать молниеносное движение, чтобы быстро пройти сквозь него. Хотя он был уверен, что его обнаружат, это был приемлемый риск, поскольку присутствующие не могли с ним сражаться. Он глубоко вздохнул и уже собирался продолжить, как вдруг повернулся и удивленно взглянул на огромную каменную колонну сбоку, но в итоге он ничего не увидел. Если бы он не раскрыл полностью свое духовное чутье, он бы не заметил эти слабые духовные колебания. Ошеломленный, он активировал свои глаза духовного прозрения и заметил пару красных демонических глаз над каменной колонной. Серебрянокрылый ночной демон. Хань Ли тут же узнал хозяина этих проклятых глаз и немедленно направил духовную силу в свое тело. Когда его духовные глаза стали сильнее, он в конце концов заметил темный силуэт, принадлежащий глазам. Однако ночной злодей не смотрел на него, а был сосредоточен на битве в барьере. Из-за ограничений горы и методов сокрытия Хань Ли он все еще не обнаружил его. Однако Хань Ли был не в восторге от своей находки, и его лицо стало мрачным. Помимо серебрянокрылого ночного дмиона, он заметил еще двух. Даже с полной силой своих духовных глаз он не мог четко видеть их, но мог видеть очертания львиного ястреба и незнакомую человеческую фигуру. Поскольку эти звери скрываются вместе, значит, они союзники. Может быть, их цель что-то в зале Куню, подумал Хань Ли. Затем он снова изменился в лице и заметил свет в каменном лесу. Казалось, что великий бессмертный Сюй и остальные уже его догоняли. При таких обстоятельствах он больше не мог позволить себе медлить. Вжух! Пламя вспыхнуло от его веера и тихо прижалось к барьеру, как лезвие. Хотя он ограничил мощность веера, как только пламя столкнулось с барьером, произошел ослепительный и оглушительный взрыв. Будь то 3 зверя, скрывающиеся на вершине каменной колонны или культиваторы, сражающиеся в барьере, их внимание было немедленно привлечено в его направление. Видя, что его уже обнаружили, Хань Ли вырвался из укрытия и прыгнул вперед, превратившись в виде лазурной полоски света, направляясь к другому концу барьера. Насильственно используя магическую силу, чтобы освободиться от ограничений, он переместился невероятно быстро, мгновенно преодолев расстояние в 100 метров. Какая наглость! Яростно закричал старый дьявол Цань, и 3 его демона размылись, исчезнув из поля зрения. Через мгновение они странным образом появились перед Хань Ли и уставились на него ледяными зелеными глазами. «А ну прочь!» — закричал Хань Ли. Со вспышками молнии и грохотом от грома мощный заряд молнии трансформировался в золотого водяного дракона. Божественная дьявольская молния. Тревожно вскрикнул старый дьявол Цань при виде этого. 3 его воплощения выпустили черную ци, чтобы заблокировать удар, но она растворилась, не оказав никакого сопротивления. Теперь, когда золотой дракон расчистил путь, Хань Ли пронесся и подошел к другой стороне барьера. Глава 1017. Колоссальное давление. Световой барьер почувствовал приближение Хань Ли и выпустил на него бурю серебряных молний. Он свистнул, приказав дракону прыгнуть вперед и отразить молнии. Сеть золотой молнии мгновенно сформировалась и защитила его, в результате каждая молния исчезла от соприкосновения с ней. «Хань Ли, это ты?» Старейшина Хан. Когда свет, окружавший его, угас, Хань Ли стал видимым, провоцируя своим появлением старого дьявола Цаня и культиватора среднего возраста с квадратным лицом. Человек с квадратным лицом привлек внимание Хань Ли, и он тревожно взглянул на него. Он не был уверен, откуда он знал его. Хотя он чувствовал, что это было странно, он снова обратил свое внимание на барьер и взмахнул веером. Веер вспыхнул трехцветным пламенем и, издав крик Феникса, в мгновение прожег большую дыру, в которую скользнул Хань Ли. В этот момент он почувствовал облегчение и оглянулся. С другой стороны барьера он увидел, как появился великий бессмертный Сюй и Лин Инпин. С мрачным выражением на лице они уставились на него. Хань Ли холодно усмехнулся. Странным тоном он сказал:
поскольку здесь столько людей, оставлю вас заниматься своими делами». Сказав это, он взмахнул рукой и исчез во вспышке молнии. Он вступил в контакт с барьером и исчез без следа. Мгновение спустя он появился с другой стороны. Бах! Молния ударила по ничем не примечательной каменной колонне сбоку от платформы. В ответ раздалось приглушенное фырканье, и в поле зрения появились ночной демон, львиный ястреб и некрасивая рогатая женщина. Львиный ястреб. Великий бессмертный Сюй сразу же узнал зверя с наиболее очевидными характеристиками, и его сердце задрожало. Когда Лин Ниньпин и другие услышали его, они тут же испугались и стали бдительнее. Великий старейшина. Тогда прибыли Ге Тиньхао и двое других, и они обрадовались, увидев черных демонов. 3 зверя были чрезвычайно омрачены тем, что их раскрыли. Ночной демон сразу же узнал в Ханьле врага, который едва не лишил его жизни. Он неумолимо выругался в своем сердце, когда тот же человек разрушал его планы. Точно так же он был озадачен тем, как он смог увидеть сквозь их сокрытие. Звери не боялись культиваторов, но надеялись, что те преодолеют несколько решающих ограничений вместо них. Теперь, когда их раскрыли, они не знали, что делать. Лицо великого бессмертного Сюя было мрачным, поскольку ему было трудно справиться с ситуацией. Когда он увидел 2 других монстров, он почувствовал, как его сердце дрожит от шока. Они были похожи на людей и обладали удивительной демонической ци, которая была не меньше, чем львиного ястреб. Сравнивая их силу, он внутренне проклинал себя, не решаясь действовать. Старый дьявол Цань и старейшина клана Е сразу же прекратили битву, увидев произошедшее, но 2 бронзовых льва продолжали атаковать их. В итоге они в страхе уставились друг на друга, медленно увеличивая расстояние между ними. Остальные тоже оказались в опасном тупике. Не обращая внимания на воцарившийся хаос, Хань Ли переместился, размывшись во вспышке молнии. Поскольку появилась возможность захватить сокровище, он не собирался упускать ее. Пройдя по неровному пути, он в конце концов достиг горных ворот, выгравированных из прекрасного нефрита. Ворота были довольно своеобразными. Рядом с ними стояли 2 колонны огромных одиноких деревьев и ничего больше. Взглянув повнимательнее, он увидел безупречную белую дорогу впереди, протянувшуюся более чем на 3 километра, за которой показался огромный дворец с внушительным давлением. «Итак, это зал Куню», — пробормотал Хань Ли. Немного поколебавшись, он оглянулся и сосредоточил свое внимание на деревьях, растущих по обе стороны. Каждое было около 100 метров в высоту. И, несмотря на их засохший вид, складывалось странное впечатление, что они полны жизни. Внимательно изучив их своим духовным чутьем, он не смог найти ничего странного. Они были совершенно обычными внутри и снаружи без каких-либо аномальных вещей. Хань Ли неосознанно нахмурился и отвлекся от них. Через мгновение он пронесся мимо просторных ворот своим духовным чутьем, подтвердив, что там нет никаких скрытых ограничений. Затем он отправился к залу Куню вдалеке. Но уже через 40 метров он внезапно почувствовал ледяное предчувствие, распространившееся по всему телу. «Нехорошо!» — крикнул Хань Ли. Он думал отскочить назад, но было уже слишком поздно. Внезапно он почувствовал огромное давление на свое тело, и его колени подкосились, заставив упасть его на землю. Не задумываясь, он крикнул и сразу же покрыл свое тело ярким лазурным светом, высвободив его, чтобы хотя бы выпрямить спину и подняться на одно колено. В то же время его тело непрерывно дрожало, издавая жуткий хруст, словно его кости были на грани разрушения. Хань Ли был глубоко шокирован. Защитный свет блокировал только небольшую часть давления. Ему было немного лучше, чем раньше, но это все равно было невыносимо. Он был убежден, что если бы он не совершенствовался в искусство яркого нефрита или не проглотил жемчужину небесного трупа, его кости разлетелись бы в прах, оставив его совершенно беспомощным. Тщательно осмотрев окружение, он все равно не обнаружил ни следа ограничительной формации. Как случилось, что он попал в такое мощное ограничение, ругаясь про себя, Хань Ли поспешно произнес заклинание. Не в силах использовать свои руки, его единственным вариантом было использование голосовых техник. Оглушительный гром отозвался эхом в воздухе. Во вспышке золотого света на его теле появился слой молнии. Затем он стиснул зубы и медленно поднялся. Но в тот момент, когда он был готов подняться, он почувствовал, как давление на его тело внезапно увеличилось, и он снова упал. Его лицо исказило буря эмоций. Ниже горных врат старый дьявол Цань и другие увидели, как Хань Ли задержался вдали от них, но больше ничего не увидели. Поддавшись искушению перед сокровищами, они больше не могли сдерживаться. «Зверь, ты ухаживаешь за смертью. Я прикончу тебя!» — закричал старый дьявол Цань из-за барьера.
Чевкающие демоны слились воедино, образовав силуэт высотой в 10 метров. Затем он внезапно взмахнул рукой вперед. В тумане она превратилась в питона и прыгнул в пасть бронзового льва, который окружал его сзади. После этого питон отделился от тела силуэта и превратился в гигантский шар света, полностью окутав льва. Он попытался выпустить столб света изо рта, но его движения были полностью ограничены. Рядом культиватор с квадратным лицом указал на огромный костяной браслет перед собой. Он внезапно засиял ярким светом и превратился в бесчисленные желтые копии самого себя. С активацией печати заклинания они метнулись вперед и появились перед бронзовым львом. В результате бесчисленные браслеты схватили льва, заставив упасть на землю. Однако он больше не фокусировался на марионетке и угрюмо переключил свое внимание на гигантский силуэт. Старый дьявол Цань холодно фыркнул: браслет переполненного неба достоин своей репутации. Говорят, это копия древнего браслета сияющей луны. У меня никогда не было возможности проверить его силу. По моим наблюдениям, он должен быть не менее мощным, чем другие копии божественного духовного сокровища. Культиватор с квадратным лицом холодно рассмеялся и посмотрел в сторону ворот. «Без сокровища, защищающего меня, я боюсь, что ты бы уже убил меня. Если мы продолжим сражаться, сокровище заберет тот молодой человек, который только что прошел мимо нас. Если бы ограничение зала Кунью было бы так легко уничтожить, разве ты бы не вошел первым? Кроме того, как я могу преследовать его отсюда?» Голос старого дьявола Цаня стал еще холоднее. «Что важнее, ты не назвал его старейшиной Ханем. Неужели он культиватор из твоего клана?» Культиватор с квадратным лицом повернул глаза и усмехнулся. «Хе-хе, я ошибся. Я на самом деле не знаю его». Старый дьявол Цань на мгновение замолчал, словно пытаясь проверить его слова. Затем он холодно сказал: «Несмотря на это, он иностранец с небесного южного региона. Со всеми вашими планами открыть печать горы Кунью невозможно. Ваш клан планировал, чтобы сокровище попало в руки иностранца. Разве не будет лучше разрушить ограничения вместе? Тогда мы сможем сразиться за сокровища в зале Кунью любым способом». «Хорошо, я согласен». К большому удивлению старого дьявола Цаня, человек с квадратным лицом согласился без колебаний. Скорее, это сам старый дьявол стал колебаться. Глава 1018. Старейшины секты бессмертной формы. Когда великий бессмертный Сюй услышал их разговор, он бессердечно взглянул на них сквозь световой барьер и сказал: «Может, сначала разберемся с монстрами, что прямо перед нами. В противном случае сокровище останется только в ваших мечтах». Старый дьявол Цань холодно хихикнул: «Значит, ты, должно быть, брат Сюй. Я не заинтересован в том, чтобы рисковать своей жизнью до того, взгляну на сокровище. Я считаю, что даже если бы мы объединимся, нам будет тяжело выстоять перед ними». Что имеет в виду брат Цань? Хотя у их фракций всегда были хорошие отношения, великий бессмертный Сюй изменился в лице. Белый силуэт равнодушно продолжил: «Поскольку они прятались все то время, что мы с господином Е дрались, у них были на то свои причины. Если они действительно не причинят нам вреда, это была бы оптимальная возможность принять меры». Глаза ночного демона сверкнули зеленым светом, и он спокойно сказал: «Хорошо, что ты понимаешь. Раз нас раскрыли, мы можем также сказать, что мы ищем несколько предметов в зале Кунью. Мы не собираемся действовать, пока не заберем их». Рогатая женщина и львиный ястреб молча стояли рядом с ним. Как и старый дьявол Цань, великий бессмертный Сюй также не хотел рисковать понапрасну. Немного подумав, он расслабился и сказал: «Нас со святой сокровища не интересуют. Нас интересуют некоторые вещи, которые есть у того культиватора Ханя, и мы заинтересованы только в их приобретении. Конечно, если мы найдем флаг рассеивания призраков, мы вернем его вашей секте». Ге Тиньхао небрежно сказал: «В таком случае нам не нужно здесь сражаться. Давай сначала объединим силы и снимем ограничения. Если мы позволим постороннему приобрести сокровище, это выставит нас на посмешище». Все присутствующие были очень опытными и жили много лет, никто из них не собирался позволять кому-то сделать из них дурака. Таким образом, они быстро пришли к временному соглашению. Хотя перемирие могло рухнуть, когда они прибудут в зал Кунью, это было бы лучше, чем убивать друг друга до того, как найдут сокровище. Поскольку никто не возражает, начнем. Старый дьявол Цань усмехнулся, и его белый силуэт взмахнул рукавами, превратив их в двух огромных питонов, которые метнулись прямо к барьеру. Культиватор с квадратным лицом также указал на два летающих меча, вращающихся вокруг него, и заставил их рассечь воздух. Трое зверей и группа культиваторов снаружи барьера переглянулись между собой и тоже начали атаку барьера.
Воздух наполнился яркими вспышками и волнами демонической ци. Изумрудно-зеленая фигура, скрывающаяся в виде столба в каменном лесу, пробормотала: «Что ж, я не ожидал, что старый дьявол Цань объединит свои усилия с серебряно-крылым ночным демоном и другими животными. Когда я столкнусь с ним в будущем, мне придется быть осторожным, чтобы он не замышлял против меня». Зеленый силуэт сбоку фыркнул и сказал прямо: «С твоим нынешним уровнем культивации ему не нужно что-то замышлять против тебя. Если бы его несокрушимые чевкающие демоны атаковал тебя, у тебя бы не было возможности сбежать от них». Эти двое были старейшинами секты бессмертной формы. «Старшая боевая сестра, у меня нет способа справиться с ним», — сказала девушка, надув губы. Леди Му холодно рассмеялась. «Думаешь, что культиватор на ранней стадии зарождающейся души, такой, как ты, сможет справиться с культиватором на поздней стадии? Не говоря уже о тебе, даже я не смогу защититься от него. Способности нашей секты не годятся для прямой конфронтации. Но если бы у меня была капля его крови, думаю, я мог бы серьезно ранить его проклятием». Молодая женщина с обидой сказала: «Секретные приемы нашей секты не уступают Великой Десятке. Если бы не правила, установленные нашими предыдущими поколениями, мы бы могли значительно расшириться и, возможно, культивировали бы до поздней стадии зарождающейся души. Тогда нам нечего было бояться таких, как старый дьявол Цань». Леди Му вздохнула. Основатель нашей секты был потомком 3 мастеров Куньу. Первоначально секта была основана возле печати, чтобы охранять ее. Но спустя десятки тысяч лет этот вопрос забылся. Если бы не послание, что мы получили от старейшины Сина, мы бы не исследовали древние записи нашей секты и оставались бы в неведении по поводу печати. У нас также не было бы причин входить в такое опасное место. Молодая женщина сказала: «Говоря о старом дьяволе Цине, полагаю, что нам следует уделять больше внимания тому юноше, что использует божественную дьявольскую молнию. У него мощный веер, и он даже смог сбежать от культиватора на поздней стадии зарождающейся души. Если он используется его внутри печати, значит, его мощь должна быть еще выше. Это, без сомнения, точная копия знаменитого веера 7 огней. Это определенно точная копия, но я не могу сказать, принадлежит ли она вееру 7 огней. Он мне не знаком, но он обладает большой силой и способностью использовать молниеносное движение. Он, конечно, неординарный, но он, кажется, не из Великого Циня, и при этом он не связан с кланом Е. Так что нам не нужно обращать на него особого внимания». Что еще более важно, старейшина Сян давно должен был войти в гору, озадаченно сказала леди Му: «Почему он еще не заблокировал их? Кто-то с такими способностями, как у него, должен быть в состоянии легко задерживать их». Молодая женщина нерешительно сказала: «Возможно, у старшего были другие важные области, такие как пагода подавления демона. Она место имеет первостепенное значение». Леди Му мрачно покачала головой. «Невозможно, пагода подавления демона может быть ядром формации печати горы, но чтобы укрепить ее, ему сначала нужно будет приобрести герб призыва дракона в зале Куньу. Учитывая, насколько силен старейшина Сян, почему бы ему сначала не отправиться сюда? Старшая боевая сестра хочет сказать, что что-то случилось со старейшиной Сином. С его уровнем культивации в этом мире нет никого, кто мог бы причинить ему вред. Неужели кто-то поймал его в ловушку?» Молодая женщина побледнела, сказав это. Леди Му изменилась в лице, но заставила себя улыбнуться. Вероятность этого крайне мала. Первые несколько ограничений были уже уничтожены. Если он попал в ловушку, он должен был уже вырваться на свободу. Должно быть, что-то действительно задержало его вхождение в гору. Надеюсь, что это так. В любом случае, нам все равно придется следить за этими людьми и посмотреть, сможем ли мы сначала приобрести герб призыва дракона. Кроме того, только небесная кристаллическая стела могла бы укрепить печать, но наши предки не передали нам ее местонахождение. Если бы она была у нас, нам не пришлось бы рисковать, следуя за ними, расстроенно сказала молодая женщина. Ты должна знать, что небесная кристаллическая стела была запланирована только как резервная копия. Ее местонахождение было передано только по линии потомков мастеров горы Куньу. В страхе, что что-то случится с теми, кто обладает этой информацией, они создали другой метод для контроля над печатью горы. Говорят, что стела была спрятана в неожиданном месте, и те, кто знал, могли ее найти. Готовя скрытый и открытый метод, древние культиваторы явно приложили немало усилий. Молодая женщина нахмурилась. А чем думали 3 мастера Куньу? Оставить нам такую великую катастрофу? Почему они не обезглавили этого человека вместо того, чтобы предпринимать столько усилий, чтобы изолировать духовную гору от царства смертных? Леди Му немного поколебалась и сказала: в записях была указана причина этого. Кажется, личность этого человека была особенной, затрагивая вопрос, связанный с высшими царствами.
В результате никто из них не осмелился причинить ему вред, и им ничего другого не оставалось, кроме как запечатать гору. Вот как. Неудивительно, почему их действия были ограничены. Однако, насколько высок его уровень культивации? С любопытством спросила молодая женщина. Когда старейшина Сян упомянул об этом, он выглядел нервным. Это единственный раз, когда мы видели беспокойство на лице старого эксцентрика за долгое время, что мы его знаем. Леди Му взглянула на нее и раздраженно ответила: «Нет смысла думать об этом, когда мы можем быть убиты одним щелком пальца». Вот как беспомощным тоном протянула молодая женщина. «Ты взяла кипригель 4 небес, да? Нам придется положиться на него, чтобы сразиться за герб призыва дракона». Молодая женщина закатила глаза и улыбнулась. Старшая боевая сестра уже много раз напоминала об этом. «Как я могла забыть сокровища нашей секты? Но очень жаль, что ваше искусство культивации не подходит для его использования». Старшая боевая сестра сказала, что одно из 2 божественных духовных сокровищ, использовавшихся для подавления этого человека, был кипригель 8 духов, сокровище, копией которого является кипригель 4 небес. Надеюсь, что мы сможем его увидеть. Кипригель 8 духов и флаг черного ветра. Я тоже, мысль леди Му была прервана, когда она внезапно снова обратила свое внимание на барьер. С суровым выражением на лице она сказала: «Старый дьявол Цань и другие прорвались. Давай поторопимся». Сердце молодой женщины дрогнуло, и она подняла голову. Она увидела, как они прорвали световой барьер и направились к воротам горы. Глава 1019. Золотое духовное древо. «За ними, но надо держать дистанцию», — сказала леди Му. К счастью, ограничения горы ограничивали духовное чутье, иначе мы не смогли бы скрываться от культиваторов на поздней стадии зарождающейся души. Затем они обе вспыхнули белым светом и украдкой вылетели из каменных столбов и последовали за ними, используя секретную технику. Вскоре на том месте, где женщина пряталась мгновение назад, вспыхнул зеленый свет и появился огромный зеленый силуэт. Он холодно наблюдал ледяными кристально чистыми глазами за тем, как 2 женщины ушли, только через мгновение его взгляд странно исказился. Когда старый дьявол Цань и другие прибыли к воротам в гору, Хань Ли уже был на полпути к огромному дворцу. Ему удалось встать и медленно продвинуться по маленькой дороге, но каждый шаг вызвал огромное напряжение во всем его теле, заставляя его останавливаться. В этот момент лазурные и золотые вспышки света окутывали его тело вместе со слоем прекрасного пурпурного пламени. Он даже использовал талисман подчинения души, чтобы частично принять форму дракона. Когда другие увидели его, они были поражены. Старик в черном невольно спросил, что это за магия. Как он смог подвергнуться такой трансформации? С резким выражением Ге Тиньхао сказал: несмотря на это, он, кажется, находится под влиянием ограничения. Это отличная возможность избавиться от него. Затем он быстро махнул рукой и выпустил огненно-красную алебарду. Он был очень расстроен из-за потери своей костяной сабли, полностью разрушенной атакой Вера 3 огней. Теперь, когда появилась возможность, он не собирался ее упускать. Выпущенная им алебарда пролетела 30 метров и врезалась в землю и оставила глубокую яму в земле. Больше она была не способна двигаться. Что? В ужасе он поспешно направил свою магическую силу и попросил алебарду вернуться, но она осталась неподвижной. Лин Инпин при виде этого закричала: «Великая подавляющая сила!». Серебрянокрылый ночной змей посмотрел на деревья по обе стороны и равнодушно сказал: «Скорее, это гравитация золотого веса». Золотые духовные деревья, выстилающие этот путь, создали естественное ограничение. На любого, кто войдет в зону его действия, будет оказываться огромная сила, делая его тело неподвижным. Тогда как продвигается этот юный Хань? Великий бессмертный Сюй холодно рассмеялся и взглянул на фигуру Ханьли. Серебрянокрылый ночной демон посмотрел на него и усмехнулся: «Разве ты не видишь его трансформацию?» Его нынешний уровень культивации увеличился почти вдвое. Благодаря уровню культивации, на пике средней стадии зарождающейся души, божественной дьявольской молнии и пурпурному ледяному пламени, он демонстрирует великую силу. Подозреваю, что даже ты не справишься с таким давлением, которое на него оказывает гравитация золотого веса. Великий бессмертный Сюй исказился в лице и спросил: «Вот как? Судя по твоему тону, что ты хорошо знаком с этим Ханем. Ты знаешь его?» «Неважно, между нами нет никакой связи». Серебрянокрылый ночной демон улыбнулся в ответ на свое исследование. Великий бессмертный Сюй выглядел равнодушным, но ответ сильно разозлил его. Он нахмурился и сказал: «Разве это не золотые духовные деревья? Древнее дерево, также известное как сокровище падения деревьев.
Они давно вымерли во внешнем мире, и стоит сказать, что сокровища с металлическим элементом полностью ограничены ими. Неудивительно, что твоя алебарда упала на землю. Кроме того, дерево обладает врожденной гравитационной силой, которую даже духовное чутье не может обнаружить. Культиватор с квадратным лицом торжественно сказал: «Вот как. Деревья испускают жесткую гравитационную силу, увеличивающую давление в несколько раз. Боюсь, что из-за огромного количества деревьев и плотных групп мы окажемся под влиянием одновременно, продвигаясь вперед. Я не знаю никого из вас, но знаю, что мое тело не сможет выдержать такое давление. Я сам в этом не уверен, поэтому попробую». Когда Лин Ниньпин увидела, что Хань Ли медленно шагал вперед, выражение ее лица стало мрачным, и она хлопнула сумку для хранения духовных зверей, выпустив странную ящерицу. Он был покрыт плотными чешуйками, а на спине у нее были крылья. «Вперед!» — крикнула Лин Ниньпин и указала на Хань Ли вдалеке. Змей быстро покрылся слоем желтого света, а затем метнулся через горные ворота. Под пристальным взглядом крылатая ящерица пролетела 40 метров, а затем упала прямо рядом с алебардой. Однако ящерица была чрезвычайно живуча, и благодаря силе ей удалось оторваться от земли ногами. В то же время он изо всех сил взмахнула крыльями, пытаясь летать. При виде этого на лице святой мелькнула радость. Однако вскоре радость исчезла с ее лица. Ящерица взорвалась, превратившись в мясной фарш. Лин Ниньпин побледнела, не веря своим глазам. Как это возможно? Неужели давление настолько сильное? Что он сделал, чтобы выдержать давление, которое не выдержала даже моя ящерица? «Не зацикливайся на этом», — спокойно сказал старый дьявол Цань, и я чувствую слабую демоническую ци из его тела. Он использовал какую-то секретную технику, чтобы временно обладать силой демонического зверя. Вот почему его тело стало таким прочным. Однако, очевидно, что и сам он обладает выдающимися способностями. Без каких-либо магических сокровищ он использует 3 разных вида силы, и это подвиг, на который даже я не способен. Услышав это, Лин Ниньпин внезапно понял, обладая такими техниками, он должен понимать еретическое «да». «Хватит болтать», — нетерпеливо выкрикнула рогатая женщина. «Пока мы тут треплемся, он скоро будет внутри зала Кунью». Ее голос звучал так же резко и неприятно, как сломанный гонг. «Не волнуйтесь», — спокойно сказал великий бессмертный Сюй, «ограничения зала не ограничены только дорогой. Впереди его наверняка ждут еще более грозные ограничения. Поскольку мы знаем о происхождении деревьев, их не должно быть очень сложно пробить. Если мы будем использовать магические сокровища без металлических элементов, мы сможем легко прорваться». «Все так просто», — с сомнением сказала рогатая женщина. «Давление гравитации золотого веса эффективно только для тех, кто застигнут врасплох. Для нас это не должно иметь значения», — сказал великий бессмертный Сюй. Он поднял руку и выпустил маленький желтый меч, безоговорочно ударяя по ближайшему дереву. Раздался громкий гул, из деревьев вокруг них посыпалась золотая пыль. Летающий меч оставил зазубрину, но это далеко до того, чтобы срубить его. «Чёрт!» — удивленно закричал великий бессмертный Сюй. Похоже, господин Сюй забыл, что золотые духовные деревья изначально уже были такими же твердыми, как металл, а спустя бесчисленные годы питания от духовной ци горы Кунью они уже превзошли все наши ожидания. Я боюсь, что уничтожение этих деревьев будет нелегкой задачей и займет у нас довольно много времени. Давайте нападем на них вместе». Сказав это, огромный силуэт старого дьявола Цаня открыл рот и выплюнул белый хрустальный шар. Вращаясь в воздухе, он врезался в одно из огромных деревьев. Гэ Тиньхао и остальные переглянулись между собой и тут же достали огромные деревянные и нефритовые сокровища и нанести удар по деревьям по обе стороны от них. Какое-то время вспыхивал разноцветный свет, повалив несколько деревьев с каждой стороны. Когда 3 зверя увидели, как те рубят деревья, они внутренне обрадовались. Хотя они выплюнули свои собственные сокровища и присоединились, их атаки имели минимальный эффект. Однако использовавшаяся великая сила смогла замаскировать это, и культиваторы ничего не заметили. Пока Хань Ли усиленно продвигался вперед, серебряная луна вздохнула со словами: «Как глупо. Я не ожидала, что эти культиваторы станут рубить золотые духовные деревья». Хань Ли равнодушно ответил: «Неудивительно, что старый дьявол Цань так небрежен. В конце концов, у них нет глаз, как у меня». Я смог взглянуть сквозь ядро каждого из этих деревьев и заметил внутри талисманы ограничения демонов. Если бы не мои глаза, я бы не заметил ничего странного. Кто бы мог подумать, что древние будут вырезать талисманы прямо в дереве? Серебряная луна помедлила секунду и спросила: «В этом случае 3 демона смогут пройти в зал без сопротивления. Разве мы не должны их предупредить?» Хань Ли улыбнулся: «А что тут предупредить?
Помимо культиваторов клана Е, остальные просто прохожие, так что хорошо, что эти трое стали им мешать. И если бы это не заняло так много времени, я бы тоже срубил деревья. Серебряная луна усмехнулась и сказала: вот как. Однако мастеру лучше всего войти в зал как можно скорее. Если сокровище станет вашим, вы сможете сбежать без труда. После этого мы можем просто спрятаться на горе на несколько дней и подождать, пока отверстие не очистится. Глава 1020. Священный предок Юаньча. Было бы хорошо, чтобы все прошло гладко. Однако, пути назад нет, равнодушно ответил Ханли. В этот момент позади них послышался мощный взрыв. Он сразу понял, что это был звук срубленного золотого духовного древа, но нервничать не стал, потому что находился всего в 100 метрах от зала Куню. На самом верху его гигантских ворот он уже видел странную доску, сделанную их непонятного материала, не похожего ни на металл, ни на дерево. Ни из металла, ни из дерева. Толстым каллиграфическим письмом на ней была надпись «Зал Куню». Ханли вздохнул и, немного поколебавшись, достал из рукава нефритовую бутылку, а затем отпил каплю тысячелетнего духовного молока. Сопротивление гравитационному весу опустошило его магическую силу, но благодаря духовному молоку его сила мгновенно пополнилась, в результате чего его тело вспыхнуло ярким лазурным светом, золотой молнией и фиолетовым пламенем. Вскоре он ускорил шаг к воротам дворца. На 7-м этаже пагоды подавления демона раздались звуки взрыва. Хрустальная стена, блокирующая группу эксцентрика с большой головой, наконец-то рухнула после их неустанных атак. Вырвавшиеся из него фрагменты медленно исчезали. Стена достойна того, чтобы быть уникальным сокровищем секты буддийского святилища. Она остановила нас на приличное время. «Давайте быстрее», — с этими словами эксцентрик махнул рукой и призвал сверкающий серебряный кинжал обратно в свою одежду. Старик из клана Е убрал свой белый нефритовый кипригель и тревожно сказал: «Разве за столько времени секта священного яда все еще не приобрела сокровище?» «Не волнуйся», — успокоил высший демон, «даже если они заполучили сокровище, они не смогут использовать его немедленно. Мы сможем забрать его у них». «Вот как?» «Это именно то, что я планирую сделать», — эксцентрик с большой головой сердечно рассмеялся, а затем повел свою команду через 7-й этаж. Старик из клана Е слегка кивнул и, сухо улыбнувшись, последовал за ними. В мгновение ока все трое спустились по ступеням и достигли каменной комнаты с 2 транспортными формациями. Они увидели черную и белую транспортные формации ближнего действия. Все трое были так же удивлены, как и старейшины секты священного яда. Но когда высший демон пристально взглянул на черную, на его лице появился след приятного удивления. Старик пробормотал: «Здесь 2 транспортные формации. Какая из них ведет на 8-й этаж?» Поскольку недавнее использование белой формации не оставило духовных колебаний Ци, его взгляд был сосредоточен на обоих. Старейшина-дьявол уставился на черную стройку и сказал странным тоном: «Нет необходимости выбирать. Используй это. Это». Но старейшины секты священного яда, пока старик собирался вмешаться, высший демон внезапно махнул рукавом без каких-либо колебаний. Из рукава мгновенно появилась угольно-черная дьявольская рука и схватила старика за голову, прежде чем он осознал, что произошло. «А-а!» — испуганно крикнул старик, прежде чем его голова была раздавлена как арбуз, а кровь и мозг брызнули во все стороны. Однако на этом атака не закончилась. Затем демон выпустил поток черного дьявольского пламени, покрыв им обезглавленное тело, испепелив его дотла и превратив в нити дыма. Когда тело старика превратилось в пепел, из пламени появилась белая зарождающаяся душа. У нее в руках был белый кипригель, а на лице был ужас. «Седьмой дядя, спаси меня!» Зарождающаяся душа направила всю свою духовную силу в кипригель, крикнув эксцентрику с большой головой. Черное пламя, окружавшее его, мешало мгновенному движению. Однако внезапно произошло нечто неожиданное. Эксцентрик тупо уставился на зарождающуюся душу старика, которая, отчаянно борясь с пламенем, без возможности двинуться с места. В результате зарождающаяся душа смогла продержаться еще мгновение, а затем пламя стало ее разрушать. Зарождающаяся душа издала крик ужаса и была поглощена дьявольским огнем. К сожалению, старик до самой своей смерти не верил, что это конец. В конце концов, эксцентрик раздраженно спросил: «Почему сейчас? Не ты ли сказал, что будешь атаковать на самом последнем этаже?» Высший демон взглянул на эксцентрика и ответил: «Сначала я полагал, что она будет на последнем этаже, но я уже чувствую ее ауру. Присутствие старика было бы оскорблением. Может, тебе жаль его?» Немного помолчав, эксцентрик изменился в лице: «Чего мне сожалеть о каком-то младшем? Ах, твой образ мышления очень хорош.
Если мы можем спасти воплощение священного предка, она использует секретную технику, чтобы вселить дьявольскую ци в твое тело. С твоими способностями очень высока вероятность подняться до стадии божественной трансформации. Эксцентрик фыркнул, и его взгляд мелькнул. Если бы не тот факт, что приближается конец моей жизни, я бы не предал свой клан ради такого демона, как ты. Высший демон скривил губы и презрительно сказал: «Демон. Если вливание дьявольской ци пройдет успешно, ты сам станешь членом нашей священной расы. В нашем мире появилось много людей. Нет необходимости колебаться. Хватит болтовни, давай поторопимся. У нас нет шансов на поражение». Сказав это, эксцентрик встал на транспортную формацию. Высший демон усмехнулся и вошел рядом с ним. Затем в одно мгновение они оба исчезли, не оставив и следа. Вскоре они прибыли в идентичное строение, но оказались в районе с мигающим черным светом и тусклым окружением. Это. Когда эксцентрик отошел от головокружения, он с недоумением огляделся. «Тебе стоит взглянуть в небо», — возбужденно сказал высший демон. Услышав его, эксцентрик быстро поднял голову, и на его лице отразился шок. В 300 метрах над ним были различные ограничения, сияющие плотным духовным светом. В самом центре было нечто похожее на небольшую гору, плавающую в небе. Толстые черные цепи были обвиты вокруг нее, а сверху были наложены бесчисленные ограничительные заклинания. Поблизости были блестящие желтые зеркала, образующие огромную сеть вокруг черной массы. Эксцентрик резко выдохнул, увидев черную фигуру там. Фигура представляла собой двуглавого волка длиной более 300 метров. Хотя его тело было окружено ограничениями, его мех сверкал серебряным светом, словно это было настоящее серебро. Для простого смертного волк выглядел богом. Но было довольно странно, что одна из его голов была серебристо-белого цвета, а другая — глянцево-черного цвета со слоем слабой черной ци, окружавшей ее, с фиолетовым рогом на голове. На данный момент две головы словно были погружены в вечный сон. Это воплощение священного предка, о котором ты говорил. Да, это воплощение святого предка Юаньча, входящего в 5 сильных в священном царстве. Конечно, это не ее истинная форма, а фрагмент души, обладающий демоническим волком из духовного царства. Однако, она намного превосходит способности обычных культиваторов стадии божественной трансформации. Без вмешательства со стороны духовного царства, она самое непревзойденное существо в царстве смертных. Конечно, стоит упомянуть, что святой предок Юань-Ча был одним из 3 командиров нашего вторжения в царство смертных. Священный предок Юань-Ча. Эксцентрик пробормотал ее имя. Высший демон повернул голову к эксцентрику. «Будь начеку, брат Е. Охраняй меня, пока я буду использовать технику, чтобы пообщаться с душой предка». Вперед, эксцентрик отбросил свои тревоги и с готовностью согласился. Высший демон был уверен в эксцентрике и быстро сжал руки в жесте заклинания, когда слабая черная ци вырвалась из его тела и полностью поглотила его. Вскоре раздался низкий рев, и изнутри появилась двуглавая 4-рукая фигура. Его тело было высотой 10 метров и излучало потрясающее количество ци. В результате эксцентрик сделал несколько шагов назад. Затем высший демон сделал еще один жест заклинания 4 своими чешуйчатыми руками, заставив черную ци начать вращаться вокруг него, как вокруг дьявольского бога. Эксцентрик внимательно следил за обстановкой, а затем перевел взгляд на двуглавого волка. Спустя промежуток времени, за который можно выпить чашку чая, высший демон прекратил свои заклинания и выплюнул шарик черно-красной сущности крови. В тот же момент он поднял руки и выпустил в нее 4 черные печати заклинаний. Сущность крови приняла форму странного узора и исчезла. Вскоре капли крови искривились перед черной волчьей головой, и рог вспыхнул ярким светом. Затем глаза на голове дрогнули и медленно открылись, сверкая ослепительным пурпурным светом. Глаза были такими яркими, словно это были 2 сверкающие звезды. Эти двое не знали, что в тот же момент серебряная шкатулка засияла во дворце в соседнем запечатанном пространстве. Казалось, что они что-то разбудили. Над ней появилась изумрудно-зеленый кипригель высотой в полфута, который стал медленно вращаться в воздухе. Излучаемый им духовный свет покрывал коробку внизу.